В ливанском Баальбеке лежит каменный блок весом 1650 тонн. Это масса 10 груженных железнодорожных вагонов, и ни один кран на планете не способен его поднять. В Эфиопии стоят 11 церквей, вырубленных из цельной скалы сверху вниз, без единого шва. В Перу тянется дорожная сеть длиной 40 тысяч километров, длиннее всех римских дорог вместе взятых, проложенная народом без колеса, без лошадей и без письменности. Сегодня мы разберем 7 древних сооружений, каждый из которых ставит инженеров 21 века в тупик. Ни одно из них нельзя воспроизвести современными методами в тех же условиях, и каждое хранит вопрос, на который официальная наука до сих пор не дала ответа. Все 7 объектов можно увидеть своими глазами. Каждый стоит на своем месте прямо сейчас, и каждый ломает привычную картину прошлого. Начнем с места, где лежат камни тяжелее любого груза, который способна поднять современная техника. Первое. Баальбек. Камни, которые некому поднять. Ливан. Долина Бека. Это место древние римляне считали настолько священным, что возвели здесь крупнейший храмовый комплекс своей империи. Немецкие археологи копают здесь с 19 века, и каждая новая находка делает загадку только глубже. Но когда они добрались до фундамента, стало ясно. Римляне строили свой храм на платформе, которая была древнее самого Рима. Храм Юпитера стоит на основании из блоков, 3 из которых носят имя трилитон. Длина каждого 21 метр, вес около 800 тонн. Они подняты на высоту 7 метров и подогнаны друг к другу без раствора, без зазоров, без видимых следов инструментов. 800 тонн – это 2 полностью загруженных Боинга 747. Краны, способные работать с таким весом, существуют. Их на планете меньше десятка, и каждый требует месяцев монтажа бетонной площадки. Но трилитон не рекорд. В каменоломне в 900 метрах от храма лежит блок, который археологи называют камнем юга. Его вес около 1200 тонн. Рядом в 2014 году немецкий археологический институт обнаружил еще один монолит – 1650 тонн. Самый тяжелый обработанный камень в истории. Его начали вырезать из скалы и бросили, словно отложили на завтра. Официальная версия – блоки тащили на деревянных катках 1000 рабочих. Расчеты говорят иное. Для перемещения 800-тонного блока по ровной поверхности нужна тяга, которая обеспечит минимум 40 тысяч человек. Вокруг камня нет места даже для 1000. Веревки такой длины провисают под собственным весом и теряют КПД. Ни один эксперимент до сих пор не воспроизвел подъем блока такого веса на такую высоту древними методами. Французский археолог Мишель Алуф, работавший в Баальбеке в начале 20 века, писал, что местные жители веками называли платформу постройкой джиннов. Они верили, что люди не способны на такое. Учебники объясняют Баальбек терпением и рабским трудом. Но терпение не отменяет законов физики. Наука не спорит с фактом, наука молчит. Камни Баальбека лежат на солнце, а в Эфиопии строители ушли в противоположном направлении, вглубь. 2. Церкви, вырезанные из тьмы. Север Эфиопии от XII до XIII века. Царь Лалибела приказал создать Новый Иерусалим после того, как мусульмане захватили настоящий в 1187 году. 11 монолитных церквей высечены из цельной вулканической породы, не построены, вырезаны. Разница принципиальна. Строители выбирали участок скалы и вырубали вокруг него ров глубиной до 12 метров. Оставшийся каменный массив превращали в здания, двигаясь сверху вниз. Стены, окна, колонны, внутренние залы – все из одного куска. Ни единого шва, ни единого нарощенного элемента. Одна ошибка резца и вся работа на смарку. Камень нельзя приклеить обратно. Каждый удар должен быть точным, каждый сантиметр рассчитан заранее. Храм Бет-Георгис имеет форму равностороннего креста в плане. Его глубина 12 метров. Если встать на краю рва и посмотреть вниз, здание выглядит как корабль в сухом доке. Все 11 церквей связаны подземными тоннелями.
Дренажная система отводит дождевую воду от стен уже 800 лет без единого ремонта. Только для Бет-Георгиса пришлось извлечь около 500 кубометров скальной породы. Для всего комплекса десятки тысяч кубометров. Без стальных инструментов, без взрывчатки, без механизации. Легенда гласит, что строительство заняло 23 года и что ангелы помогали рабочим по ночам, выполняя за них двойную норму. Если отбросить ангелов и посчитать объем работы, цифры получаются пугающие. Даже с современной техникой проект занял бы годы. Португальский монах Франсишку Алвареш добрался сюда в 1521 году и написал в своих записках: «Ему не поверят, когда он расскажет об увиденном». Он оказался прав. Европа считала его отчет выдумкой еще 400 лет. Даже сегодня, когда храмы внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, большинство людей за пределами Африки о них не слышали. Каждое воскресенье священники в белых одеждах спускаются по ступеням и проводят службу в тех же залах. Лалибела не музей, это живой храм. И это, возможно, главное чудо. Напиши в комментариях, из какой ты страны. Интересно узнать, откуда нас смотрят. Эфиопы резали камень сверху вниз, а на другом краю Средиземноморья целая цивилизация делала то же самое, но с городом на 100 тысяч жителей. Третий. Петра. Город, высеченный в пустыне. Иордания – территория древнего Набатейского царства. Город был потерян для западного мира на столетия, пока в 1812 году швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхарт не прошел через узкое ущелье Сик и не увидел розовый фасад в конце каменного коридора. Самый знаменитый фасад – Эль-Хазне вырублен из цельной скалы розового песчаника. Высота – 40 метров. Метод строительства исключает право на ошибку. Строители начинали с вершины и двигались вниз. Один неверный удар на верхнем ярусе, и все сооружение идет под списание. Камень нельзя нарастить обратно. Лесов в привычном смысле не было. Мастера врубали ступени прямо в скале и спускались по ним, создавая фасад сантиметр за сантиметром. Колонны выполнены в коринфском стиле, с детализацией, которую сложно повторить даже при помощи современных фрез. Город насчитывает более 800 вырезанных в камне сооружений. Раскопано менее 15%. Набатеи не копировали греческую архитектуру, они смешивали ее с египетскими и месопотамскими мотивами. Получился стиль, которого больше нигде не существует. Каждая гробница, каждый фасад уникален. Но архитектура не главный фокус. Набатеи построили город на 100 тысяч жителей в пустыне, где дождь идет считанные дни в году. Система каналов, цистерн и керамических труб собирала каждую каплю воды на площади сотен квадратных километров и направляла ее в город. Внутреннюю поверхность резервуаров покрывали водонепроницаемой штукатуркой, рецепт которой не восстановлен до сих пор. В пустыне, где жизнь невозможна, били фонтаны и наполнялись бассейны. Когда Рим аннексировал Набатейское царство в 106 году, римские инженеры, считавшие себя лучшими в мире, были поражены уровнем набатейского водоснабжения. Они не стали его переделывать. Они продолжили им пользоваться. Для инженера это высшая форма признания. Когда торговые пути сместились, Петра опустела. Песок засыпал каналы, фонтаны замолчали. Город, победивший пустыню, проиграл экономике. Набатеи покорили пустыню сверху, а на другом конце света целый народ прокладывал путь через горы, джунгли и ледники без единого колеса. Четвертое. Дороги инков. 40 тысяч километров без колеса. Южная Америка, 15 век. Хапак-Ньян, великая дорожная сеть, протянулась на 40 тысяч километров через 6 современных государств. Для сравнения, вся римская дорожная сеть на пике империи – 32 тысячи километров. Римляне строили ее столетиями, располагая железными инструментами и миллионами рабов. Инки создали свою сеть примерно за 100 лет. Дороги пересекают Анды на высоте более 5000 метров, где кислорода вдвое меньше, чем внизу. Ночью температура падает на 30 градусов, а днем солнце раскаляет камень так, что его нельзя коснуться голой рукой. В джунглях Амазонии путь мастили стволами деревьев. В пустыне Атакама обозначали маршрут каменными столбами, которые стоят до сих пор.
Песок заметал любую тропу за считанные часы, но столбы не сдвинулись за 5 веков. Горные ущелья преодолевали подвесными мостами из травы ичу. Эти мосты выдерживали вес целых армий. Испанские конкистадоры, увидев мост над пропастью в 300 метров, отказывались на него ступить. Местные пересекали его каждый день с грузом на спине. Мост Кесвачака в Перу заново плетут каждый год, передавая технологию из поколения в поколение. Вместо письменности инки использовали кипу – систему узелков на веревках. По дорогам бежали чуски – гонцы, передававшие сообщения эстафетой со скоростью 240 км в сутки. Быстрее конной почты средневековой Европы. Без единой лошади. Часть дорог работает до сих пор, спустя 5 веков. Современные шоссе в тех же регионах разрушаются за годы. ЮНЕСКО внесла дорожную сеть инков в список всемирного наследия как объект, протянувшийся через 6 государств. Ни одна империя в истории не создала ничего подобного в таких условиях и за такой срок. Если тебе интересно копать глубже, подпишись. Здесь мы разбираем то, о чем учебники молчат. Инки строили поверх земли, а в Турции тысячи людей копали в обратном направлении и создали подземный мир на 18 этажей. 5. Деринкую. Город под землей. Турция. Каппадокия. 1963 год. Обычный житель решил расширить подвал и сломал заднюю стену. За стеной открылся темный коридор, уходящий вниз. Коридор вел к одному из крупнейших подземных городов в истории человечества. Деринкую. 18 этажей под землей. Рассчитан на 20 тысяч жителей вместе со скотом и запасами продовольствия. На каждом уровне жилые комнаты, школы, часовни, прессы для оливкового масла, загоны для овец. 15 тысяч вентиляционных шахт обеспечивали свежим воздухом все уровни, вплоть до глубины 85 метров. Входы на каждый этаж закрывались каменными дисками весом в полтонны. Сдвинуть их снаружи невозможно. В центре каждого диска отверстие, через которое защитники кололи копьями нападающих. Коридоры строились низкими и узкими. Враг двигался по одному, в согнутом положении, теряя всякое преимущество. Строители использовали свойства вулканического туфа. Под землей он мягкий и легко режется, но при контакте с воздухом твердеет до прочности бетона. Камень сам становился броней. Когда враг приближался, население исчезало под землей. Захватчики ходили по пустой поверхности, не подозревая, что под ногами 20 тысяч человек живут, работают и ждут. Вода поступала из подземного колодца глубиной более 50 метров, к которому не было доступа снаружи. Осада теряла смысл. Те, кто сидел внизу, были обеспечены лучше, чем те, кто стоял наверху. А Деринкую забыли на столетия. Историки считают, что город активно использовался еще в VI веке нашей эры, когда ранние христиане Каппадокии прятались от арабских набегов. Но первые уровни могли быть вырыты гораздо раньше, хеттами во II тысячелетии до нашей эры. Геологические сканирования показывают пустоты под всей Каппадокией. Никто не знает, сколько еще подземных городов скрыто под обычными жилыми домами. Один ремонт подвала, и ты стоишь на пороге преисподней. Турки прятались под землей от врагов, а на далеком острове в Тихом океане правители использовали архитектуру как оружие совсем иного рода. 6. Нан-Мадол. Венеция из черного камня. Тихий океан, остров Помпеи. Местные жители отказываются заходить сюда после заката. 92 искусственных острова, соединенных каналами, сложены из базальтовых колонн весом от 5 до 50 тонн. Общий вес камня – около 750 тысяч тонн. Сопоставимо с объемом материала Великой пирамиды Хеопса. Пирамиду строил весь Древний Египет с миллионным населением. На Помпеи жило от силы 25 тысяч человек. Без металлических инструментов, без колеса, без тягловых животных. Стены Нан-Мадола поднимаются над водой на 8 метров и стоят больше 1000 лет под тропическими штормами. Ближайший карьер на противоположной стороне острова, за горами и непроходимыми джунглями. Эксперименты показали, что островитяне подвешивали колонны под бамбуковыми плотами и транспортировали по воде. Подъем на высоту стен мог осуществляться методом наклонной плоскости с помощью пальмовых рычагов.
Звучит логично на бумаге. На практике 750 тысяч тонн камня, перемещенных силами 25 тысяч человек, без единого механизма. Местные легенды объясняют строительство магией. Два брата-колдуна играли на волшебных инструментах, и 50-тонные глыбы поднимались в воздух сами. Археологи в левитацию не верят, но признают, логистика строительства не поддается простому объяснению. Самое удивительное — не как строили, а зачем. Нан-Мадол не был храмом и не был крепостью. Это была роскошная тюрьма для элиты. Династия Саудилеров переселила всех вождей на искусственные острова без воды и без земли для посевов. Каждый глоток воды привозили на лодках, которые контролировал император. Задумал бунт — перестают привозить еду. Архитектура как инструмент абсолютной власти. Этот принцип саудилеры поняли за 1000 лет до того, как о нем написали европейские философы. В 1907 году немецкий губернатор Виктор Берг вскрыл одну из гробниц в центре города. Внутри он обнаружил кости необычно крупных людей. На следующее утро Берг скончался в мучениях. Врачи не смогли установить причину. Местные жители до сих пор говорят, он потревожил покой древних королей. Это единственное место в мире, где предупреждение «не заходить после заката» звучит не как суеверие, а как техника безопасности. Нан-Мадол контролировал людей камнем, а на Мальте камень пережил тех, кто его поставил, и унес их тайну в тишину. 7. Мегалитические храмы Мальты, старше пирамид на 1000 лет. Средиземное море, острова Мальта и Гоза. Храмовый комплекс Джгантия датируется примерно 3600 годом до нашей эры, на 1000 лет старше пирамид Гизы, на 1500 лет старше Стоунхенджа. Старейшие отдельно стоящие каменные постройки на планете. Блоки стен весят до 50 тонн, установлены людьми без металла и без колеса. По одной из версий, строители перекатывали камни на каменных шарах, их действительно нашли рядом с храмами. Подземный комплекс Халсов-Лиени вырублен в скале на 3 уровнях. Его обнаружили случайно во время строительства жилого дома. Внутри – останки примерно 7000 человек. Акустика главного зала устроена так, что низкий мужской голос резонирует в стенах, создавая вибрацию, которую чувствует все тело. Ученые не могут объяснить, зачем строители добивались такого эффекта. Храм или инструмент воздействия на сознание, официальная версия отсутствует. На Мальте и Гоза найдено более 30 храмов, построенных за период примерно в 1000 лет. Строители не оставили ни текстов, ни потомков. Внутри храмов обнаружены алтари с остатками жертвоприношений и статуэтки полных женских фигур. На стенах спиральные орнаменты, смысл которых не расшифрован. Около 2500 года до нашей эры строительство прекратилось, цивилизация исчезла. Нет следов войны, нет следов эпидемии, нет массовых захоронений. Одна из гипотез – строители вырубили все леса ради топлива и стройматериалов. Почва истощилась, кормить население стало нечем. Другая версия звучит еще тревожнее. Храмовая культура стала жертвой собственного успеха. Когда строительство священных стен стало важнее выращивания хлеба, общество перестало существовать. Новые поселенцы, прибывшие на остров, нашли только каменные скелеты храмов и тишину. Ни одного живого человека, способного объяснить, кто это построил и куда ушел. Мальта показывает, можно создать нечто грандиозное и не оставить никаких инструкций для тех, кто придет после. Что из услышанного сегодня удивило тебя больше всего? Напиши в комментариях. Мы прошли через 7 точек на карте, разделенных тысячами километров и тысячелетиями. Баальбек – камни, которые некому поднять. Лалибела – церкви, вырезанные из скалы сверху вниз. Петра – город в пустыне с водой для 100 тысяч жителей. Дороги инков – 40 тысяч километров без колеса и без лошади. Деренкую – 18 этажей жизни под землей. Нан-Мадол – мегаполис посреди океана. Мальта – храмы, пережившие своих создателей на 5 тысячелетий. Ни одна из этих технологий не была передана следующей цивилизации. Каждый раз знание рождалось, достигало совершенства и умирало вместе с культурой, которая его создала.
Набатейское мастерство резьбы по скале закончилось, когда торговые пути сместились и Петра опустела. Секрет строителей Мальты исчез вместе с последним жрецом. Дороги инков пережили конкистадоров, но знание, стоявшее за ними, не пережило. Мы привыкли думать, что прогресс — это прямая линия вверх, от пещер к небоскребам, от костра к реактору. Эти 7 мест доказывают, линия всегда была ломаной, с вершинами, которую мы до сих пор не можем повторить, и провалами, которые длились столетиями. Мы знаем, как отправить сигнал на Марс, но не можем объяснить, как островитяне перетащили через джунгли 750 тысяч тонн камня. Мы называем наше открытие прорывами, а древние строители называли это обычным ремеслом. Тот, кто смеется над примитивными предками, просто ни разу не стоял у камней Баальбека и не спускался в темноту Деринкую. Мы не знаем, какие знания потеряем завтра и сколько веков уйдет на то, чтобы открыть их заново. Настоящая загадка не в том, как они это сделали, а в том, почему мы это забыли.